Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, я очень люблю готовить и печь. Это мои первые видео, поэтому буду благодарна, если вы поддержите меня лайком, подпиской или комментарием. Сегодня мы с вами приготовим вкусные и нежные сырники. Они не теряют форму и не расползаются на сковороде. Я часто готовлю их на завтрак, ведь это вкусно, полезно и сытно. По рецепту нам понадобится 500 грамм творога. Творог не должен быть жирным или слишком влажным. Этот творог из магазина, в нем нет лишней влаги. Если ваш творог влажный, отожмите его через марлю, тогда не нужно будет добавлять много муки. Это важно. Теперь добавим одно куриное яйцо. 2-3 столовые ложки муки, зависит от влажности творога. Не добавляйте ее много, чтобы сырники оставались максимально творожными. Теперь добавим немного манки. У меня 2 столовые ложки. Добавьте сахар по вкусу. 2-3 столовые ложки достаточно. Я не люблю слишком сладкие сырники. Лучше потом перед подачей добавить немного варенья. Немножко ванильного сахара или ванильного сиропа. Давайте теперь объединим все ингредиенты и разомнем творог. Это можно сделать вилкой, если творог мягкий. Также можно использовать блендер. Но у меня есть маленький секрет. Я использую толкушку для картошки. Для меня это очень удобно. К тому же моя семья любит, когда в сырниках чувствуются крупинки творога. Поэтому я никогда не использую блендер. Переходим к формовке наших сырников. Присыпьте рабочую поверхность мукой. Обратите внимание, какой консистенции у меня получилась творожная масса. Она достаточно плотная, поэтому нам будет легко с ней работать. Возьмите нужное количество творога и сформируйте шарик. Обваляйте его с 2 сторон в муке. Теперь возьмите стакан и вот такими движениями придайте красивую круглую форму вашим сырникам. Посмотрите, какие симпатичные получаются. Из 500 грамм творога у меня обычно выходит 10-13 сырников. Зависит от их размера. Вы можете сделать сразу больше и часть заморозить. А когда захотите приготовить, разморозьте их заранее в холодильнике и пожарьте, как обычно. Посмотрите, какие они получились ровные и красивые. По желанию вы можете сделать их немного толще. Теперь приступаем к жарке. На разогретую сковородку вливаем немного подсолнечного масла без запаха и распределяем его, как на видео, или силиконовой кисточкой. Выкладываем наши сырники и обжариваем на среднем огне примерно по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Когда будете обжаривать сырники со второй стороны, можете накрыть сковородку крышкой. Мои сырники невысокие, поэтому я готовлю их не накрывая. Они успевают пропечься и без крышки. Наши сырники уже подрумянились с 2 сторон. Посмотрите, какие они аппетитные. Я уже представляю, как мы будем пить ароматный чай и кушать их с вареньем или сметанкой. Снова нальем немного масла и пожарим вторую часть, чтобы обязательно хватило всем, ведь они такие вкусные. Отличная идея для завтрака, правда? Кстати, поделитесь в комментариях, что вы обычно любите кушать на завтрак. Давайте обмениваться идеями. Снимаем со сковородки и кладем снова на тарелочку. Наши сырники готовы. Посмотрите, какие румяные красавчики получились. Моя семья уже ждет, когда можно будет приступить к поеданию этой вкуснятины. Обязательно попробуйте приготовить сырники, как в этом видео. Уверена, этот рецепт станет вашим любимым, потому что он очень легкий и вкусный. А мы уже заварили чай и идем снимать пробу.
Желаю вам приятного аппетита и вкусных рецептов. Увидимся снова в новых видео.